Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Пятница, 9 декабря. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, где мы ищем точки входа именно в начале тренда для того, чтобы получить с вами максимальную прибыль. Так, предлагаю пробежаться сегодня быстро по текущей локальной картине. Значит, индекс доллара, во-первых, продолжает снижаться, восстанавливает нисходящий тренд. Да. Если мы подойдем к границе 104 пунктов и начнем ее пробивать, то снижение по индексу доллара продолжится. Соответственно, это может дать определенный толчок для рынка криптовалют. Мы видим, что следующий уровень поддержки — это порядка 103,8 пункта, но по индикаторам, по тому же стохастику и по чудесному осциллятору мы с вами видим, что мы находимся в зоне перепроданности, и это может дать нам основание полагать то, что индекс доллара в ближайшее время может отправиться на коррекцию вверх. Все уровни сопротивления я отметил. Если это случится так, а падать он постоянно не может, как и расти, соответственно, это может дать какое-то движение и на рынке криптовалют коррекционное. Так, давайте смотреть так. Доминация. Итак, доминация подходит к своему сопротивлению, поэтому смотрим, какая будет реакция, условно говоря, продавца на этом уровне, или как будет себя вести доминация на этих значениях, для того, чтобы принимать решение, что будет дальше. Доминация USDT. В принципе, боковик продолжается, да, есть какая-то определенная внизу поддержка у нас в районе 8%, да, ну, плюс-минус. То есть мы сейчас пока тремся все равно у нижней границы восходящего клина. Ну, соответственно, ждем его пробой для того, чтобы получить какое-то дальнейшее движение на рынке криптовалют. Безусловно, если мы будем пробивать вниз, значит, это будет достаточно позитивная реакция, ну, на всем рынке. Итак, биткоин. Собственно говоря, вчера под вечер, да, нам решили устроить небольшое ралли вверх. Сейчас мы посмотрим. Значит, получается так, в данной ситуации, то, что я вижу я, значит, мы получили, во-первых, начальная диагональная пятиволновая структура, дальше коррекционные волны. Ну, в частности, вот мы пробили вниз, получили коррекцию АБЦ. Возможно, волна С, ну, невозможно, она закончилась на вот этой отметке 16 680 долларов, дальше цену не пустили ниже. Значит, что мы имеем сейчас, в данный момент времени? Значит, при построении наклонной линии сопротивления мы ее успешно пробили. Ну, соответственно, у нас пошла дальше структура роста. То есть мы получаем пока волну А в развитии. Да, закончилась ли эта волна А здесь, или она будет еще импульсом доходить до верхних значений, неизвестно. Ну, понятно, что уровень 17 300 долларов является преградным уровнем пока. Здесь у нас была первичная реакция продавца на снижение. Соответственно, мы пришли сюда, мы в данный момент времени тестируем, но цена пока с не особой охотой хочет отваливаться вниз на какую-то коррекцию. Безусловно, что тренд перерастает опять в восходящий, то есть сейчас можно искать локально какие-то лонговые позиции, но опять-таки я бы рекомендовал это делать не раньше, чем уровень 17 тысяч долларов. То есть мы можем оттолкнуться как в принципе от 23 уровня, так и от 38, так и от 50. Но опять-таки для того, чтобы понимать, где у нас было начало этого импульса, а мы с вами видим, что начало импульса было как минимум на 61 уровне по FIBA, это в районе 17 тысяч долларов. Поэтому для получения более-менее безопасной зоны стопа, значит, я бы рекомендовал рассматривать вход в рынок на нижних значениях для того, чтобы просто обезопасить себя от возможной очередной какой-то манипуляции и не застрять в позиции. Ну, соответственно, в данный момент времени мы видим, что со вчерашнего вечера, там, с 10 часов, с 9, то есть у нас идет боковое движение. Да, формируется на коротком таймфрейме некий вот, я бы даже обозначил эту структуру такую. То есть у нас есть горизонтальный уровень, да, у нас нету там сейчас пока формирующегося какого-то треугольника. Ну, есть такой же горизонтальный уровень и поддержки пока. То есть нету четко, да, выраженной структуры какого-то треугольника. То есть, ну, его, конечно, можно прилепить за уши, но надо ли это делать в этой ситуации? То есть, опять-таки,
допустим, для похода на коррекцию вниз могут совершить еще какое-то выносное движение наверх, чтобы снять стопы за 17300 и только потом вниз отправиться. Ну, не знаю, я бы в данной ситуации порекомендовал бы посмотреть на рынок со стороны, осмотреться, и уж если они дадут коррекцию в нижнюю зону, там искать какие-то точки входа в лонг. Пока какой-то уверенности в шортовом сценарии также нет. То есть, да, мы по технике должны реализовать какое-то коррекционное движение вниз, но пока мы с вами на момент 10 часов утра по Москве видим, что ничего не происходит. Да. Единственное, что индикаторы, тоже стохастик говорит о перекупленности по чудесному осциллятору. Значит, у нас гистограмма начинает загибаться, то есть, ну, коррекция просится, да, просто вопрос с каких значений, но опять-таки мы с вами понимаем, что движение на битке сейчас доходит 200-300 долларов, да, то есть приходится ловить достаточно какие-то короткие движения, и в данный момент времени, с учетом того, что мы сломали нисходящую коррекционную структуру АБЦ и пошли наверх, лично мне говорит о том, что, скорее всего, здесь присутствует достаточно сильный покупатель, у него есть заинтересованность цену пихать выше, вплоть до 17 600 долларов. Ну, соответственно, какие-то более безопасные точки входа лучше рассматривать в нижних зонах, для того, чтобы просто поставить для себя комфортный стоп. Потому что если искать позицию сейчас, то стоп он просто неразумен. 500, 600, 700 долларов, поэтому я лично рассматривать буду лонги только от тех значений. Но опять-таки будем смотреть в моменте, что происходит с рынком, поэтому какие-то свои сетапы, свое видение буду давать в телеграм-канале. Ну, соответственно, я думаю, что какие-то сейчас другие монеты, альткоины рассматривать неразумно, то есть все мое внимание приковано в сторону биткоина, как он себя будет вести, как будет себя вести цена, какие будут у нас объемы. Можем сейчас объемы посмотреть, что у нас с объемами. Ну, да, мы получили импульс на повышенных объемах. Опять-таки, где-то сработали стопы, соответственно, цена улетела. В данный момент времени мы с вами видим, что объемы идут пониженные. Более того, ну, не знаю, лично для меня видится как какое-то развитие коррекции. Я хотел бы ее увидеть, а не с текущих значений, чтобы мы летели, уже перебивали вот эти хаи, снимали стопы. Но это рынок, он умеет удивлять, поэтому я считаю, что если покупать, то на каких-то безопасных уровнях, даже если они сейчас пойдут выбивать стопы здесь за 17300, 17400, но они точно так же могут вернуть цену назад в диапазоны, и просто никто не успеет ничего сделать, условно говоря. Ну, собственно говоря, я думаю, текущую локальную картину мы рассмотрели. Все дальнейшие какие-то движения по рынку буду описывать в телеграм-канале. Всем хорошего дня, всем удачи, всем профита и всем пока.